Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня вяжем слитки крючком. У меня размер 36-37, но в ходе вязания вы поймете, как легко уменьшить или увеличить размер ваших слитков. У меня пряжа от Alize Superlana Maxi, крючок буду использовать номер 4. Давайте начинать. Начинать вязание будем с мыска. Я буду вязать для среднего размера ноги, 36-37 размер. Для этого набираем цепочку из воздушных петель. У меня средний размер ноги, поэтому я набираю 15. Если у вас меньше, набирайте 12. Если больше, 18. В любом случае, это количество петель должно делиться на 3. И вяжем с прибавками до начала пальчиков. Делаем петлю. И набираем 15 воздушных петель. Четырнадцать, 15. Одна воздушная петля подъема. И во вторую от крючка петлю столбик без накида. Провязываем по цепочке 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Это был первый ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. А в пятый столбик делаем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый столбик, сюда же второй. Снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый столбик прибавка. И еще 4 столбика и в пятый прибавка. 1, 2, 3, 4 и в пятый столбик провязываем прибавку. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем третий ряд. Теперь провязываем 5 столбиков, в шестой столбик прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, в шестой столбик прибавка. Снова 5 столбиков, в шестой прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. В шестой столбик прибавка. 5 столбиков, в шестой прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. В шестой прибавка. Воздушная петля, разворачиваемся. 6 столбиков, в седьмой прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмой прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в 7 столбик прибавка. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, 7 столбиков, 8 прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в следующую петлю прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в последнюю петлю прибавка. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Так вяжем, пока не дойдем до 30 столбиков. Это на мой размер. Если ваш размер отличается, то вяжите до тех пор, пока не дойдете до начала мизинчика. Или прибавляем до тех пор, пока следок полностью не будет комфортно обхватывать ножку. У меня это 30 столбиков. Прибавки делаем в каждом ряду. Прибавляя в каждом ряду по 3 петли. Довязала до 30 столбиков. Дальше будем вязать прямо. Я вяжу вот до этого места, чуть-чуть дальше начала подъема. У меня это 12 рядов. Вы смотрите, как вам больше нравится, примеряйте. Можете связать меньше, больше. Я буду вязать прямо, без прибавок, 12 рядов. Воздушная петля, разворачиваюсь и провязываю 30 столбиков. 2, 3, 28, 29, 30. Это был первый ряд. Воздушная петля, разворачиваемся. И таким образом вяжем до нужной вам длины. У меня это 12 рядов. Довязала свои 12 рядов. Меня такая длина вполне устраивает. Далее нам нужно связать подошву и бортики. Для этого делим наше количество петель на 3 приблизительно равные части. У меня 30 поделилось поровну по 10 петель. Одна часть подошва, одна часть перед и третья часть на бока по 5 петель. Сейчас мы будем вязать для левой ноги, поэтому мы провязываем 20 петель, 2 части, а часть переда 10 петель не трогаем. Воздушная петля, разворачиваемся и провязываем 20 столбиков. 2, 3, 18, 19, 20. 10 петель оставляем. Воздушная петля, разворачиваемся и снова провязываем 20 столбиков. Таким образом вяжем прямо, без прибавок, не довязывая 1,5-2 сантиметра до закругления пятки. В моем случае это 10 рядов. Сейчас я вам показала для левой ножки.
Но левая у меня уже связана, так что я буду вязать для правой. Для правой, после того, как связали 12 рядов, ниточку обрезаем. Пропускаем 10. Для левой мы не довязывали 10. Для правой пропускаем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. Ниточку, хвостик сразу ввязываем. Это первый столбик. 2. И вяжем все то же самое, что и для левой ножки. В моем случае 20 столбиков, 10 рядов. 10 рядов связала, ниточку отрезала. Далее будем вязать пятку. Для этого делим наше количество петель на 3 приблизительно равные части. У меня поровну поделить не получилось, поэтому я взяла по 7 петель сбоку и 6 центральных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ввожу крючок в следующую петлю. Закрепляю нить воздушной петлей. Сюда же провязываю столбик без накида. Провязываем 6 столбиков. Ниточку сразу ввязываем. Один столбик уже есть. 2, 3, 4, 5, 6. В каждом ряду мы будем вязать по 6 столбиков плюс 1 с боковой стороны. Разворачиваемся. Первую петлю пропускаем, вяжем со второй 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 1 с боковой стороны. Разворачиваемся. Первую петлю пропускаем, вяжем со второй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 1 столбик с боковой стороны. Разворачиваемся. Обратите внимание, что никаких воздушных петель мы не делаем, поэтому петли по центру у нас не прибавляются. Со второй петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 1 столбик с боковой стороны. Разворачиваемся. Таким образом вяжем, пока у нас не закончатся все боковые петли. У меня осталось по одной петле по бокам. Разворачиваемся, со второй петли 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и плюс 1 столбик сбоку.
Пяточка готова. Ниточку можно отрезать. Теперь нужно связать деталь вместе. Сейчас я вам покажу, как сшивать деталь для левой ножки. Помните, у нас было 15 воздушных петель. Делим пополам. Получается по 7, и одна вот тут уйдет на сгиб. Вводим крючок в одну петлю на одной стороне и в другую петлю на другой стороне. Закрепляем воздушной петлей. И провязываем соединительными столбиками. Первый. Второй. Третий. Четвертый соединительный столбик. 5. 6. И 7 соединительный столбик. Далее будем просвязывать края. Связывать будем столбиками без накида. Крючок вводим между рядов на одной и на другой стороне. На одной стороне между рядочка, на другой стороне между рядочка. Столбик без накида. Довязала до конца. И теперь провязываем обычными столбиками по кругу. Провязываем так по кругу до конца ряда, и в конце делаем соединительный столбик в угловую петельку. Для правой ноги связывать изделие начнем вот с этого края. Вводим крючок между рядочков. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. Хвостик сразу вяжем. Довязала до мыска. Теперь соединительными столбиками довязываем до конца. Первый, второй, Третий. 4. 5. 6. И последний 7. нить обрезаю, хвостик прячу. Осталось сделать обвязку по кругу. Вводим крючок между рядов, закрепляем нить воздушной петлей. И провязываем столбик без накида сюда же.
Вяжем обычными столбиками без накидов. Крючок вводим между рядов. Довязала до конца ряда. Сделаем еще одну. Провяжем еще один столбик за воздушную петлю, вот когда мы начинали связывать изделие. Провяжем сюда еще один столбик. И соединимся за воздушную петлю начала ряда. Ниточку можно отрезать. Прячем все хвостики. И на этом наши следочки готовы. Все хвостики спрятала, и вот что у нас получилось. Ровных вам петелек, всем добра!